Привет! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон Муравьев. Мы около гостиницы «Космос» на проспекте Мира 150. И сегодня у нас интересный, вообще необычный, неожиданный даже для меня обзор, потому что это обзор на Бюрснер. Бюрснер давно не был в наших обзорах, и уж тем более в Москве. И мало того, это новый Fiat Ducato. Много что поменялось. Давайте смотреть. На первый взгляд можно сказать, что сам Fiat Ducato практически не поменялся. Но как только ты берешь ключ в руки, ты понимаешь, что это не так. Даже ключ выглядит уже совсем иначе. Если вы видели ключи, то сразу понимаете, в чем дело. Это новый дизайн, и здесь у нас центральный замок, у нас и дверь в жилое пространство, и кабина открываются с этого ключа. Чтобы закрыть кабину, мы нажимаем на кнопку, которая здесь выделена, вернее, открыть нажимаем на кнопку, а закрыть мы нажимаем прямо на логотип Fiat, и у нас все закрывается. Вообще, почему давно Бюрснер не было? Потому что они как-то в какой-то момент проселись по качеству, и вот компания «Яхты на колесах» приняла решение, меньше сотрудничать с Бюрснер. Много было жалоб, что шумно внутри, еще какие-то мелочи, нюансы в плане надежности. Но сейчас пошли положительные отзывы, и вот, собственно говоря, компания заинтересовалась этими машинами, приехали, посмотрели, и оказалось классно. И самое главное, шумоизоляция, пока машина ехала в Москву, была проверена в боевых условиях, и там стало реально тихо, все ящички, все полочки хорошо проклеены, усилена шумоизоляция стен, и сейчас там по-настоящему тихо. Это вполне себе соизмеримо с тем, что делает Adria, с тем, что делает Hummer. Давайте сначала посмотрим то, что у нас снаружи у жилого модуля. Это полуинтеграл, как мы видим, не алькованный у нас автодом, то есть будет опускаемая кровать. Окошко, первое, что мне бросилось в глаза, интересное решение, окна от Dometic, сдвигается половина в сторону и таким образом проветривается. Чем-то, не знаю, напоминает поезда или что-то такое. По крайней мере, редко я такое вижу в автодомах, но это любопытно. Не все окна такие, именно вот это маленькое окошко в передней части сделано таким образом. Далее мы видим маркизу. Маркиза со светодиодной подсветкой по всей длине, Туле. Опять-таки, любопытно, что установлено от производителя Туле. Это у нас опционально здесь есть. Вы всегда можете заказать такие маркизы или что-то к любому автодому. Но здесь она уже есть предустановлена. Далее у нас дверь, как я уже сказал, центральный замок. Давайте покажу в действии. Вот нажимаю кнопку «Закрыл», дверь не открывается. Нажимаю вторую кнопку, дверь открыта. Всегда удобно, когда мы можем открыть одной кнопкой, а не вставлять ключ. Далее идет ТВ-розетка, она у нас предназначена для того, чтобы поставить тарелку на улице, когда вы остановились в кемпинге, и у вас было спутниковое телевидение, интернет, смотря что вы используете. Здесь можно это все запитать и вывести антенну на всеобщую сеть автодома. Далее, заливная горловина для чистой воды запирается на ключ. Бак объемом 120 литров. Далее следует багажник. Угадайте, какая планировка у нас будет, исходя с того, что такая дверь багажника. Посмотрим это мы, конечно, внутри. Я бы сказал, что багажник здесь достаточно компактный, но под какие-то бытовые нужды на 4-5 человек вполне себе достаточно. Тут лежат у нас какие-то комплекты дополнительные сейчас. И, конечно, есть освещение и розеточка 220 вольт. Для того, чтобы заряжать какие-нибудь гироскутеры, заряжать самокаты, все, что мы можем положить в багажник и заряжать так, чтобы при этом у нас это не украли. Сзади дизайн Бюрснер, на мой взгляд, достаточно узнаваем и с годами не сильно меняется. То есть он становится более современным, но, тем не менее, узнаваемым для Бюрснер. Если вы их уже видели, то, думаю, понимаете, о чем я говорю. Опционально установлена камера, но о ней мы поговорим внутри. А здесь хочу обратить ваше внимание на фаркоп. Он есть, можно прицепить сюда прицеп с квадроциклами, мотоциклами, не знаю, лошадьми, смотря чем вы увлекаетесь. Или даже еще один прицеп именно жилой, если у вас есть такая необходимость. В задней части у нас кассета биотуалета, биотуалет от Тедфорд. Далее подключение к сети 220 вольт с берега от сети кемпинга. Потом у нас по левому борту идет газовый отсек.
Вот таким образом он решен. Поднимается все это вверх. И здесь у нас устанавливается 2 газовых баллона. Ну и еще левее выпускное отверстие от печи Трума. Спереди ничего необычного, кроме, наверное, логотипа Бюрстнер, и в остальном Fiat не сильно изменился. Но внимательные зрители любят обращать внимание на номера и задавать вопросы, а что, машины не растаможены, туда-сюда. Нет, это не европейские номера, ну, в смысле, они европейские, но транзитные. Машина растаможенная, и если вы ее будете здесь покупать, она будет на российских номерах, ничего дополнительного, никаких манипуляций вам совершать не надо. Все, это как вот приехали в автосалон, купили машину. Просто пока машина перемещается здесь, технически на ней транзитные номера. К сожалению, сейчас мы увидеть не можем, но на крыше еще опционально установлены солнечные батареи. На этом, пожалуй, снаружи все. Идем внутрь. И вот мы внутри, и начнем с самого интересного. Как я уже сказал, это новый Fiat Ducato 2022 года. Это действительно интересно. Он максимально приблизился к спринтеру. То, чего нам чаще всего не хватало в Fiat, то есть мы говорили, да, нам хотелось бы, конечно, Mercedes, потому что там есть CarPlay, там есть туда-сюда что-то, а это Fiat, но Fiat вроде как надежнее. И вот это как бы поиск компромисса между большей практичностью и большим комфортом Mercedes. Сейчас в Fiat появился максимум того, чего, пожалуй, в нем не хватало. Начнем мы, конечно, с руля, с приборной панели. Здесь у нас все возможные помощники. Как вы помните, если видели наши обзоры или ездили на Fiat Ducato, раньше у нас был дополнительный еще вот такой же рычажок, как дворники, как фары, еще третий, на котором мы включали круиз-контроль, спидлимит и так далее. Сейчас все это переместилось в правую зону на руле. Так действительно удобнее, потому что с непривычки ты же не ездишь, как правило, на автодомах или на таких грузовых машинах каждый день. И когда ты на него садишься, хочется интуитивно, мы привыкаем нажимать здесь, а тут вот это отдельная история. Она достаточно удобная, понятная, но про нее надо знать и на нее надо перестраиваться. То, что переместили сейчас сюда, это такое максимально унифицированное решение, это удобно, это классно. С левой стороны у нас ответ на входящий звонок, вызов голосового помощника и управление, собственно говоря, новым экраном на приборной панели. Мало того, с обратной стороны на руле еще есть кнопки. Вот такого я вообще особо нигде не встречал. Либо у нас лепестки обычно, либо что-то еще. А здесь просто с обратной стороны есть кнопки, и ими, собственно говоря, мы регулируем громкость. Мы переключать можем треки вперед-назад или радиоволну менять, и даже переключение кнопки, допустим, которая переключает нас источник мультимедиа. Дальше, соответственно, экран. Здесь у нас теперь выводится, мы можем настраивать, что у нас будет по центру. Здесь может быть температура, здесь может быть главный домашний экран, это спидометр. Здесь могут быть какие-то уведомления, выскочившие там ошибки, еще что-то. И, конечно же, там мы можем сдавать контроль поездки, то есть сколько мы топлива расходуем в конкретно этой поездке, когда мы ее сбросили, сколько километров мы проехали и так далее. Ну, на самом деле, в экране о машине здесь у нас есть еще кнопки вверх-вниз, и когда мы открываем, тут кроме температуры, мы можем пролистнуть что угодно. Там уровень масла, температуру масла, срок масла, вот, заряды аккумуляторов, сколько нам осталось проехать до техобслуживания и так далее, и так далее. Даже появился уровень AdBlue, что немаловажно. Это очень существенная была проблема в целом в Fiat, когда в них появилась эта AdBlue несколько лет назад. Все время было непонятно, когда она закончится, просто загоралась какая-то лампочка незадолго до конца, и все. И ты не знаешь, сколько это километров, ты не знаешь, что с этим делать, и в какой момент оно закончится, и машина просто заблокируется, и вот иди ищи AdBlue. И изменился расход. Сейчас она показывает, во-первых, в процентах, сколько израсходовано AdBlue, а во-вторых, она показывает, собственно говоря, расход, собственно говоря, сам, он уменьшился. Сейчас хватает AdBlue примерно заправленного на примерно 5000 километров, то есть там, за 3500 ушло там 70% AdBlue, и это можно видеть, это действительно удобно. Вот сейчас мы можем видеть, что в данный момент здесь 15% осталось. Также невооруженным глазом можно заметить, что поменялся общий дизайн, он стал более изящным, более похожим на легковой какой-то дизайн. И это классно, потому что в целом все эти грузовики, это же сделано на базе коммерческого транспорта, они были достаточно такими топорными, потому что производители самого там Fiat, Спринтера изначально не планировали, что люди будут использовать те, кто обычно ездит на легковых машинах, и делать все такое практичным и кондовым. Сейчас же, вот их много в автодомах, и, наверное, хотят, чтобы водителям было приятно, и то есть сами производители стали делать это таким более френдли, более доступным для
потребителя и комфортным, и изящным. Что мы здесь видим? Здесь мы видим все те же самые помощники Traction Plus, помощь при спуске и так далее, которые у нас были всегда. Кнопка только громкости сюда еще добавилась, но вот в новом таком дизайне. Изменились вот эти дефлекторы, дизайн. Осталась все та же самая любимая нами подставка под телефоны. Она даже никак не конфликтует практически с мультимедиа. Она только немножко ее загораживает. Но я сейчас чуть позже дойду до мультимедиа, и вы поймете, что это, в принципе, не особо проблема. С правой стороны сохранился такой холодильничек для бутылки, ну или подогрев, в зависимости, как у вас, в каком режиме находится печка. Туда и будет дуть такой воздух, и либо подогревать, либо охлаждать. В данном случае в этой комплектации у нас стоит просто кондиционер, то есть не климат-контроль, но, естественно, в зависимости от заказанной комплектации здесь будет, может быть, климат-контроль, но, как мы видим, дизайн этой панельки не изменился. Внизу, где у нас обычно были подстаканники и просто ниша, подстаканники остались, а просто ниша теперь рассчитана под беспроводную зарядку. То есть я кладу вот здесь телефон, и он начинает заряжаться. И здесь же выведен еще один USB, кроме того USB, который здесь есть. А здесь добавился еще и Type-C USB, для того, чтобы заряжать современное устройство, быстрая зарядка, все вот это вот. Переходим к мультимедиа. Мультимедиа. И на первый взгляд она даже как будто поинтереснее, чем у Мерседеса. Ну, то есть она визуально выглядит попроще, полаконичнее. Но функционально, по сути, здесь такой планшет на андроиде. Я не знаю, андроид здесь или нет, на первый взгляд ничего не выдает, но с большой вероятностью. Здесь можно много что настраивать, здесь можно назначить профили, то есть вы настраиваете все под себя и просто выбираете свой профиль, и если едет другой водитель, он выбирает под себя, и все сразу же адаптировано. Это виджеты, их можно менять местами. Здесь сейчас вот настроена поездка и трек, который играет музыку. Я могу его заменить, например, на избранные там контакты, последние звонки, на все что угодно. На втором экране можно добавить еще таких виджетов или убрать. И если мы нажимаем его «Развернуть», например, нас перекидывает в вкладку «Мультимедиа». Здесь мы подробно видим уже управление музыкой, там радиостанции и так далее. Ниже есть у нас управление всем автомобилем, то есть тут можно сбрасывать поездки, информацию и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, самое любимое — CarPlay. Как мы видим, у меня телефон здесь не подключен никаким проводом, вот он лежит на беспроводной зарядке. Кстати, видим, что телефон заряжается здесь на экране. Все, никаких проводов, все работает по Bluetooth. Точно так же подключится и Android. Если у вас Android, будет работать аналогичным образом. Чем удобен CarPlay, если вдруг кто еще не пользовался, не знает, не видел в прошлых обзорах? Тем, что прямо приложение с вашего телефона, просто, по сути, это вот как HDMI подключаете к телевизору, там, плеер какой-то, так и здесь. Сюда просто, по сути, выводится экран вашего айфона. Все, что запрограммировано в вашем Яндекс.Навигаторе, вы можете здесь строить маршруты, все сохраненные данные, все здесь. Вот я просто строю, допустим, маршрут домой, и, пожалуйста. Или же, допустим, я открываю свою Яндекс.Музыку, и здесь отображается Яндекс.Музыка. Если вы пользуетесь другим каким-то стриминговым сервисом музыки, например, там Apple Music, Spotify, он будет точно так же отображаться. Но вот то, что мы здесь включаем мультимедиа, допустим, музыку, она точно так же работает и на основном экране. То есть вот здесь я вижу тот же самый трек, который я включил через CarPlay. В кабине у нас осталось, по сути, только то, что связано с движением автомобиля. Конечно же, коробка. У нас по-прежнему остался крайслеровский 9-ступенчатый автомат, полноценный автомат. Единственное, изменилась ручка, здесь появилась вот такая кнопка сверху. Камера. Камера заднего вида — это опция, которая установлена здесь, конкретно в этом автодоме. Камера очень интересная, от компании CarTech. Здесь у нас, во-первых, хороший обзор, а во-вторых, она даже со звуком. То есть вы можете не только видеть, что у вас сзади, но еще и слышать. Не знаю, насколько слышно в камере, но мне слышно. Соответственно, если кто-то там закричит, позвенит, будет проезжать скорая помощь, которая будет издавать какие-то сигналы, вы это обязательно услышите еще и здесь, кроме как через окна. И будете понимать, что это сзади в первую очередь происходит. И последнее — это ручник. Стояночный тормоз, он стал электрическим. Если раньше он был такой огромную рукоятку с левой стороны, не очень удобно между дверью здесь дергать, приемлемо, но тем не менее, когда после современных машин садишься, немножко уже непривычно, то все, теперь это электрический стояночный тормоз, мы просто нажимаем кнопку, и, естественно, есть еще автохолд, то есть, когда вы едете, вы просто включаете эту функцию, и вы нажимаете тормоз, допустим, в пробке или на светофоре, отпускаете его и убираете ноги, если, допустим, светофор там 90 секунд, 120,
и машина сама стоит, ее держит ручник. Потом вы нажимаете газ, и машина сама сразу же снимает ручник. И я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но кажется, судя по ощущению, я просто не нашел пока такую информацию, но здесь стал электрический гидроусилитель. Ну, точнее, не гидроусилитель, а электрический усилитель руля. А раньше был гидроусилитель. Не уверен на 100%, но по ощущениям и своему опыту общения с усилителями, мне кажется, что это именно электрический усилитель руля. Пожалуй, на этом все, что касается нового Фиата, заканчивается. Переходим в салон, в жилое пространство. Жилое пространство начинается у нас с кабины. Вот такие шторки у нас закрываются, фиксируются на магнитке, для того, чтобы никакие солнечные лучи. Летом у нас светло, рано, и поэтому, чтобы вам не мешало ничего спать, мы можем легко кабину закрыть вот так со всех сторон. И все это также легко обратно складывается и фиксируется магнитками и защелками. Разворачиваем кресло, и мы в столовой. Стол сам у нас тоже вращается во всех положениях, двигается в любую сторону. Но это такая достаточно стандартная штука. Мы что-то подобное с вами видели в Матриксе. Кстати, если не видели, посмотрите как раз буквально один из прошлых обзоров на новый Матрикс, который тоже сейчас здесь в Москве, как и этот Бюрстнер. Пассажирские и спальные места. В описании к машине написано 4 плюс 1, то есть 4-5. Как и спальных, так и пассажирских. Давайте считать. Раз, два пассажира едет, ремни безопасности на месте. И еще 2 человека едет здесь. Вот мы видим подголовники, есть ремни. Это 4. По спальным местам. 2 человека, опускаемая кровать надо мной. Еще дойдем на нее. И сзади основная спальня. И еще 2 человека. Что такое плюс 1 и вот это 5-е место? Вот на этом месте, где я сижу сейчас, здесь нет никакого ремня. И показать я вам сейчас не могу, потому что опционально сюда можно будет заказать, даже в эту машину, если вдруг вот вы приедете сюда на площадку и решите, что нет, вам нужно 5-е место, это все обсудите конкретно здесь. И можно будет заказать дополнительно, сюда ставится спинка, как мы уже с вами видели в других обзорах Hummer, устанавливается дополнительное место для пассажира, чтобы ехать и были тоже ремни безопасности. А спальное место обеспечивается за счет стола. Стол у нас, мало того, что вращается, он опускается, и вот в этой зоне кладется дополнительная подушка, и получается 5-е такое дополнительное гостевое спальное место. Ну, а над столовой у нас, соответственно, опускаемая кровать на 2 спальных места. Мы уже с вами встречали такое, в принципе, в Hummer. И это вот, Бюрстнер является частью концерна Hummer, и, собственно говоря, здесь мы видим тоже такой ключик. Нам надо его повернуть, нажать кнопку, и кровать электрическая поехала вниз. В целом, здесь все очень просто и понятно, похоже на то, что мы с вами видели, например, в Матриксе. 2 светильника есть в изголовье, и есть сеточки, которые нас защищают от падения с этой кровати. С другой стороны, есть точно такие же. Здесь они разделены на 2 части, потому что у нас есть еще лесенка, которую мы можем сюда приставить, чтобы нам было удобно залезть наверх на кровать. Далее у нас справа входная группа. Соответственно, дверь. Дверь с окошком, естественно, со шторкой, чтобы полностью защититься от света. Как уже говорил, центральный замок. Здесь у нас есть кнопка, которой мы можем закрыть изнутри дверь. На двери мусорное ведро, и есть 2 вот таких контейнера для того, чтобы что-то положить. Это всегда полезно в автодоме, чтобы ничто не болталось при движении, чтобы куда-то его положить в такое место, где оно будет ограничено в пространстве. Ниже у нас выключатели. Здесь у нас по зонам отключаются разные подсветки, точечные светильники, светодиодная лента, ну и свет на маркизе. Выше розетка 220 вольт, 12 вольт, антенна. Это все у нас под телевизор и, собственно говоря, крепление под телевизор. Ниже, кстати, есть зарядки USB в нише. Можете использовать эту нишу и зарядки по своему усмотрению. Или, например, когда кровать опущена вниз, можно отсюда прокинуть провода наверх и заряжать телефоны. И они будут доступны. Дальше у нас пульт управления печкой Truma, обыкновенная стандартная печка, устанавливается iNet Ready, можете включать с телефона, все как бы то, что мы с вами встречали много раз, на печке зацикливаться не будем. А вот пульт у Бюрстнер абсолютно новый, такое мы еще не встречали, и, честно говоря, мне он нравится. Это интересное дизайн-решение, вообще мы плавно подходим к теме дизайна у Бюрстнер. Функционально мы нажимаем здесь на кнопку, и у нас на вот этом вот круглом как бы экране отображаются светодиоды, которые показывают заряд аккумулятора
в кабине, заряд аккумулятора в салоне. Ну и сколько у нас осталось чистой грязной воды, сейчас ничего не показывает, потому что воды, собственно говоря, у нас нет, ни той, ни другой. Объем бака, кстати говоря, чистой воды 120 литров. Ну и, конечно, это включает насос, ну, чтобы вода из кранов текла. Пару слов про дизайн в Бюрстнер. Мне кажется, комментировать дизайн — это вообще такое дело гиблое, потому что на вкус цвет, как говорится. Но пару слов все-таки хочу сказать. Вот, на мой взгляд, это такой максимально классический дизайн. Когда мы заходим с вами, например, в Hummer, в Matrix, мы с каждым новым поколением видим какое-то появление вот такой современной моды, современных тенденций. Здесь же, несмотря на появление светодиодных подсветок, как и везде, и всего самого последнего технологичного, в самих дизайн-решениях прослеживается вот такой какой-то классицизм, грубо говоря, 2000-х, я не знаю, я бы сказал, что вот самые первые, если автодома мы посмотрим, такие европейские, там, я не знаю, которые были сделаны 60-70 лет назад, ну, уже вот такого подобного, грубо говоря, типа, там примерно похожие по дизайну решения, просто это, ну, развито немножко под какие-то современные тенденции, но стилистика как будто сохраняется. Это мое мнение. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Нравится вам? Нет? Если нет, почему? Если да, то опять-таки почему? Что нравится? И вот как-то давайте обсудим эту тему. Кстати говоря, в тему дизайна здесь шторы, но мы о них поговорим позже. Кухня. В принципе, это стандартный вот такой L-образный уголок. Мойка, естественно, мы расширяем рабочую поверхность за счет вот такой вставной дощечки. Это просто продолжение рабочей поверхности. Плита газовая на 3 огня с электроподжигом. На левой стеночке, вы уже могли заметить, такая панелька. Туда мы можем ставить капсулу Nespresso, ну, или какой-то другой кофемашины, где аналогичные капсулы. Но сама кофемашина в данный момент в комплектации не присутствует, устанавливается опционально. Кран достаточно стандартный, стоит много где в Hummer, и, по-моему, не только в Hummer мы их встречали. Ниже ящички. Верхняя, мы просто открываем дверка, здесь мы можем перекрыть подачу газа. Далее у нас ящик для столовых приборов. И ниже 2 дверки, за которыми, ну, просто пространство. И здесь у нас это ремкомплект для того, чтобы, если у вас колесо прокололось, можно быстро его заклеить, запенить и поехать дальше. И с правой стороны под мойкой еще один ящик. Здесь, соответственно, просто места для хранения под мойкой. С противоположной стороны у нас холодильник Тедфорд. Объем холодильника 140 литров. Внутри есть морозильная камера. Но, что самое главное, это у нас компрессорный холодильник. То есть работает только от электричества, но при этом ведет себя эффективнее. Быстрее охлаждается, лучше держит температуру. Ну, то есть такой, как у вас дома. Воткнули в розетку и все. От газа работать не будет. Но, в принципе, сейчас есть такая тенденция. Это более современные, более эффективные холодильники. И в продвинутых моделях стараются ставить именно такие и уходить от использования газа. Двигаемся в сторону спальни. Тут у нас достаточно просторный большой гардероб. Есть полочки сверху, снизу и посередине палка, чтобы вешать вещи. Ну и, конечно, самое важное в автодоме — это основная спальня. Закрывается вот такой шторкой. Как вы уже поняли и, возможно, заметили раньше, я пытался сохранить за счет шторки такую интригу, но это French bed, вот эта угловая кровать. Здесь у нас матрас сейчас в полиэтилене, он закрыт, новый, поэтому я его вам не разворачиваю, но, соответственно, вот это все спальное пространство. Лесенка у нас используется для того, чтобы подниматься на опускаемую кровать. Хранить ее можно в багажнике или же прямо на матрасе на опускаемой кровати. Здесь есть небольшие места еще для хранения. И, конечно, основной багажник, он расположен под кроватью, но доступ в него у нас с улицы, как мы уже с вами видели. В изголовье кровати у нас есть две USB розетки и точечные светильники, ну и, конечно, отключение общей светодиодной подсветки, ну и шкафчик в изголовье. Ну и, конечно, у кровати есть большое окно, оно дает много света, оно вытянутое практически во всю длину кровати, это приятно. И я вам обещал сказать про шторы, первый раз вижу такое решение. Это практически обычные домашние шторки, которые, вот если мы совмещаем темные полоски, мы получаем более затемненное пространство. Если светлые, то становится такое полузатемненное пространство. Но в автодомах обычные шторы выглядят, ну, немножко не так, как мы знаем. Здесь это какое-то такое очень домашнее решение.
Кому-то может показаться уютным, кому-то странным. Вот опять-таки давайте в комментариях обсудим, как оно вам. Но кроме этих штор, конечно, здесь есть москитная сетка, просто чтобы перекрыть окно от комаров, и плотная шторка Blackout. То есть они тоже никуда не ушли, и эта шторка, она вообще на таком рейлинге находится, ее теоретически можно и снять, если вдруг она вам не зашла. Ну, по мне забавно. Ну, а слева от меня еще шкафчики, еще полочки, на которых вы точно так же можете легко расположить свои вещи, и это очень важно в автодоме. Мы всегда путешествуем с большим количеством каких-то вещей, и нам надо как-то эргономично их размещать. Поэтому чем больше вот таких разделенных мест для хранения, тем лучше. Также здесь две розетки 220 вольт и кнопка включения подогрева бака сточных вод. Туалет и душ, соответственно, расположены в противоположном углу от кровати в задней части автодома. За счет этого туалет и душ получается прям большой, прям вот просторный большой. То есть сейчас это все находится в режиме туалета. Здесь у нас биотуалет Тедфорд. Раковина, кстати, хочу обратить ваше внимание на очень интересный кран. Первый раз вижу такой в автодоме. Тут, как иногда в ресторанах бывает, такой желобок. Воды нет, показать, к сожалению, не могу, но, в общем, мы открываем, здесь по такому желобку стекает. В общем, Бюрснер — это вот эта вся история про то, чтобы сделать это все каким-то более домашним. Также у нас тоже опять шкафчики, полочки есть. Ну и самое главное, как это все превращается в душ. Мы просто берем вот эту стенку, закрываем, и практически такого же объема у нас получается полноценная душевая кабина с пластиковыми стенками, и у нас нет лишних шторок, у нас есть шторка только для того, чтобы закрыть вот входную дверь, чтобы она у нас не размокла. Только ее мы зашториваем, а все остальное у нас полностью закрывается. Очень просторно, мне очень нравится эта планировка именно за счет душа. Когда French Bed, мы получаем вот такую огромную душевую кабину. Новый Bürstner Limited 660 мы сегодня с вами посмотрели. Если остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы обязательно ответим. Ну и напоминаю, что там есть всегда ссылочка с подробной технической информацией. Я не всю техническую информацию могу знать здесь сейчас по ходу съемок, а такие вещи, как цена, например, имеют свойство меняться, поэтому я тоже их не озвучиваю. Могу лишь сказать то, что эта модель, на мой взгляд, максимально приближается к, например, Матриксу, к Юмерам. Благодаря новому Фиату 2022 года можно даже сравнивать его уже с Спринтером, но со Спринтером Mercedes, но при этом он все-таки подешевле. Пишите в комментариях, опять-таки, какое мнение сложилось у вас. Если вам не зашла, например, эта машина, какую бы выбрали вы, если бы сейчас покупали или, может быть, уже купили. Оставляйте также, может быть, ссылочки на обзоры, которые вам у нас нравятся. И обязательно пишите, что вам нравится, что не нравится в наших обзорах. Ваша обратная связь очень важна. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.